Привет, друзья! Сегодня поговорим про вторую партию матча на первенство мира между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной. Магнус играл белыми, снова буду я рассказывать, в том числе и то, что мы готовили, то, чего мы ждали. Ну, d4 Магнус пошел, все-таки всегда в этих матчах можно было, мне кажется, собирать информацию на старте. Хотя вот с Магнусом оба матча, по крайней мере, на которых я присутствовал, оба раза играли по-другому. То есть Фаби пошел Е4 просто во всех белых партиях. Ян, по-моему, там не пошел Е4 только уже при каком-то там тоже очень грустном счете. Когда матч плюс-минус заканчивался, то есть против Магнуса какая-то была и есть такая мета, что в матчах вот надо ходить первый Е4 и пытаться как-то его там в Е4, Е5 забодать. Мы белыми скорее наоборот всегда пытались на старте там собрать побольше информации и выбрать одну позицию, которая нам нравится. И для начала решили пойти d4, потому что, ну, на самом деле тогда Фаби конь f6, он начал c4, e6, там конь f3, d5. Через такой порядок это возникло, неважно. Тогда Фаби много очень на самом деле играл венский. Вот, и здесь были у нас разные самые идеи. Мы, конечно, понимали, ну, то есть, во-первых, никакого опровержения венского не было. То есть, понятно, что если Фаби так играл, там весь претендентский играл, потом, наверное, большинство наших идей его прям сильно не удивят. Но все-таки само направление нам казалось перспективным. То есть, что-то мы здесь уже тогда придумали. Фаби сыграл слон Е7, ферзевый, но он на тот момент так почти не играл именно вот в моменте, то есть он там пробовал, и в частности как раз вот эти все позиции там с конь bd7 он много играл, c5, и тут он пробовал и конь e4, мне кажется, вот в этом своем великом Сент-Луисе. То есть понятно, что любой практически сильный шахматист вообще ферзовый гамбит черными пробовал. Конкретно вот на момент матча, ну, у Фаби это был не то, что основной дебют, но к матчу на первенство мира готовишься, ферзовый гамбит должен смотреть, то есть понятно, что во многом мы этого ждали. Да, слон f4, рокировка e3, c5, ну c5 с натяжкой можно назвать микросюрпризом, то есть там до этого Фаби конь bd7 играл, но опять же конь bd7 ход, мне кажется, более такой игровой, то есть там Фаби играл конь bd7 с идеей c5 конь e4, и эта линия, ну такая, что ли, обоюдоострая, да, то есть так можно черными пытаться играть, ну не то что на победу ферзово играть немножко может смешно, но так, по крайней мере, на контратаку, то есть мы смотрели тут белыми в ответ какие-то интересные линии, там с h4 уже тогда что-то мы смотрели. А c5 ход, сделанный в партии, это, конечно, самая плотная такая линия, то есть здесь черные претендуют именно не на равенство, а на то, чтобы просто попытаться сделать прямую ничью. Ход отличный, ну, у белых тут выбор, то есть есть вот такая скучная позиция. Ну, все равно лучше dc, конечно, начинать. Единственное, чтобы ферзь d5 не было. Ну вот dc Магнус побил, слон c5. То есть вот здесь есть скучная позиция cd, конь d5, ед. И тут белые пробовали там и а3, чтобы шаха пока не было. И слон d3 пробовали ходить на слон b4, конь d2. Но по большому счету играть тут нечем, то есть теория здесь чуть-чуть менялась, там d4 и так далее, то есть теория чуть-чуть менялась, но не менялась оценка, что это прям совсем близко к ничьей, и там каждому новому матчу понятно, что по новой мы эти варианты там дошлифовывали черными и перепроверяли белыми, ничего особо не менялось, вот, поэтому Магнус играет ферзь c2. Но это и по сей день. Вот эта позиция конь c6, a3. Это, наверное, лучшая по-хорошему попытка белых. Ферзь a5. Да, и Магнус играл ладья d1. Тут забавно, как бы степень, что ли, веселья происходящего в команде Магнуса демонстрирует, значит, такой вариант, что у нас тут была единственная идея, это как Магнус и пошел ладья d1. Но просто смешно, что мы обсуждали, что была такая мысль, что можно пойти конь d2. Теперь, ну, есть ход слон b4, но нам, по-моему, казалось, что лучше ход ферзь d8. Самый такой
для черных простой. Теперь можно пойти конь f3, ферзь a5. Теперь идея была пойти ладья a2, и нам тоже казалось, что, вероятно, главная проблема ферзь d8. И теперь идея была пойти ладья a1, ну и что как бы, если ферзь a5, то уже там ладья d1 мы пойдем, но что главная идея, что черные требуют ничью ходом ферзь a5, что троекратное, и мы выигрываем 2 минуты, и Фаби выглядит идиотом, потому что за счет того, что ладья пошла на a2, это разные позиции, то есть длинная рокировка теперь невозможна, и по правилам это разные позиции, и троекратное так требовать нельзя, то есть мы так хотели потроллить в матче на первенство мира, но как-то ладно. В общем, в итоге сразу ладья d1 Магнус пошел. Не то, что это великий ход ладья d1 на самом деле, то есть, но да, у нас какая-то была идея, то есть два главных хода здесь тогда были ладья e8 и слон e7. На самом деле и там ничего особо сверхъестественного мы не планировали, и, по-моему, какая-то вот ладья e8, слон d3, что ли, мы хотели здесь. Какая-то главная наша была попытка. Вот, но тоже, это тоже на одну партию, и тоже там черные уравнивают как угодно, но тем не менее мы считали, что какая-то типа проверка. Магнус так аккуратно матч решил начать, как бы, тем более, что мы не знали, что именно ферзовый. Но последовал ход ладья d8. Это на тот момент свежая очень идея, мы ее, естественно, зевнули. И Магнус завис. Ну, ладья d8 по тем временам, то есть вот опять, это как раз демонстрирует, насколько сильно продвинулось вперед развитие компов, потому что на самом деле тогда вот он шел ладья d8, я помню там стартовые, то есть мы сидим и в лайве смотрим эту партию, да, естественно, все включили движки, там какая-то стартовая, что-то под +1, и первая линия конь d2, и, ну, понятно, что если Фаби в накоплении ходит ладья d8, что-то там ждет. И на самом деле, ну там ждал действительно прямой вариант, который потом люди даже играли. Но просто я к тому, что сейчас этот весь прямой вариант показывает, вот я сегодня проверил, я когда ехал на эфир, мне было интересно, я зашел на Lichess, и Lichess вот на конь d2 он советует бить dc, что тоже не ужасно, но как только ты заводишь ход d4, он просто демонстрирует весь вариант, просто мгновенно там ты с телефона все это можешь прокликать за 2 минуты. Тогда с лучшими компами мира это занимало время. Но, в общем, линия здесь такая. Она, как ни странно, полупрямая. Я без больших комментариев ее покажу, потому что, ну, у меня, во-первых, их особо и нет. То есть это скорее больше вот для понимания того, как выглядит именно подготовка к матчу на первенство мира. Да, вот именно хорошая. Ладья d8 свежая идея. Принципиальная линия конь b3, ферзь b6. Ну, конь a4 плюс-минус надо. Слон b4 шах. Взяли, конь d2 зачтили коня, ферзь a5, ферзь b3. Ну, ферзь b3 вроде все равно, то есть там как-то конь b4, слон d7 может случиться. e5, слон идет на g5, конь b4. Вот это вот такой ресурс, который издалека можно недооценить. Теперь, ну, как-то пограживает там помимо идеи, где слон f5, на самом деле главная идея слон d7. Белым надо как-то бить и развиваться. Слон d7, ладья 1, пока зачтили коня. d, e, b5, то есть как просто несется прямая линия. Теперь, если пойти cb, то очень сильно слон e6, ферзь d1, ладья c8, по-моему. Да, и конь c2 потом. Поэтому надо ходить 2-0, ba, ферзь c3, висит на f6, f5. Что-то конь f3 напали, f6 зачтили, конь h4, конь c6. Черные пытаются как-то поменять ферзей. Белые не хотят менять ферзей, черные-то защищают пешки. В общем, короче, в итоге возникает вот такой эндшпиль. c5, fe, ладья e4, ладья b8, ладья e3, ладья b2. Ну, такой эндшпиль 2 на 2. На самом деле, кстати, у белых немножко здесь получше. И более того, то есть смешно, что эту позицию потом играли. И ее Корякин даже, по-моему, выиграл у Ананда. Может быть, в Rapid, но выиграл. То есть, ну, как-то можно тут на самом деле пробовать белыми ходить туда-сюда. Ну, понятно, что, во-первых, битая не считает, уже 36-й ход, то есть там человек от барабаня, да, еще добавит ему время. Ну и во-вторых, ладья d8, то есть это вообще очень круто, это была тогда вот супер свежая идея, да, и если белые все знают, Фаби получает вот эту позицию, которую все равно понятно, что он проигрывать не должен. В общем, ладья d8 мы ход не знали, Магнус, конечно, конь d2 не пошел.
То есть Магнус, как я понимаю, мы там чуть-чуть обсуждали, но он как бы прикинул, что, наверное, на конь d2 планируется не dc, а d4. И на этом как бы, в принципе, завершил. То есть, увидев там эту позицию, он подумал, что в целом это как бы не его уже проблема. Но Магнус очень осторожно, особенно этот матч, играл. И сыграл он поэтому просто слон e2. Фабио мгновенно конь e4. Ну, дальше, на самом деле, партия не будет сильно интересной, то есть она скорее вот интересна в плане там, кто что знал, и кто что подготовил. Конь e4, 2-0, Магнус пошел конь с 3 bc h6 в режиме накопления. Но теперь, если белые как бы очень хотят играть, все-таки, конечно, надо пробовать cd, ed, и вот здесь какой-нибудь просто ход, типа там a4. Ну, по большому счету, это тоже битая ничья, то есть там просто слон d6. Взяли, как-то c4, слон e6, черные, конечно, везде будут давить на пешку c3, там очень часто пешка c3 на пешку d5 как-то поменяется, и, в общем, ничья будет не за горами, то есть это такая классика в целом ферзевого. Я помню, вот есть такая, как бы, ну, такое, что ли, поверье, что вот эти позиции могут быть хуже, если стоит пешка на 6, что тут какие-то были партии, там Карпова, что вот если бы белые где-то заранее пошли, там, ну, допустим, типа слон b5, а6, и вот стояло бы вот так, то как бы, если бы опять черные не успевали все сразу, если бы белые там как-то встали вот ферзь b3, ладья d1, и где-то пытались ферзь b6, это могло бы быть получше, но это тоже белым надо, во-первых, 3 темпа еще, во-вторых, все равно... Даже это как бы не обязательно проигрывать было бы. Вот, но тут позиция совсем другая, то есть, ну, тем не менее, cd, ed, a4, ну, хотя бы оставляла пешку d5 на доске, то есть, хотя бы там микро-микро точность требовалась от черных. Магнус пошел a4 сразу. Ну, логика есть на самом деле, да, то есть, он просто недооценил ответ черных. Ну, Фабио в режиме накопления пошел конь e7. Конь e7, безусловно, ход, который так ты белыми не в первую очередь обдумываешь. Но ход на самом деле очень амбициозный, то есть черные теперь просто отказываются от идеи бить cd, ed, черные всегда будут бить фигурой, и на самом деле, ну, стратегически уже так, сейчас, во-первых, слон d7, слон a4, но вообще-то стратегически сейчас у белых как бы там слабая пешка c не осталось, вот, поэтому надо уже что-то делать, ну, можно было конь d2 пойти тоже, в принципе, нормальный был ход, как-то слон d6 тоже Фаби бы ходил, там взяли, cd, теперь на ed конь c4, на конь d5 тоже конь c4, но есть ход ладья d5. Ну и тоже эта позиция чуть-чуть пассивно может выглядеть так, что черные стоят. С другой стороны, сейчас просто ферзь c7, там ладья b8, раскрутимся спокойно, и никаких проблем здесь нет. То есть, например, так, ферзь c7, там, ферзь b3, там взял, слон d7, слон c6. Ну, то есть в этих позициях черными обычно там на 1,5 хода надо посчитать, и у тебя... Ни одной проблемы. Магнус сделал тоже естественный ход, хороший конь e5. Слон d6 последовало. cd, конь бьет d5. Ну вот здесь был единственный как бы интересный момент этой партии, что можно было конь f7 побить. Ну, как бы понятно, что это вообще не в духе ни матчей на первенство мира, ни Магнуса, ни вообще разумных людей, как бы играющих против подготовки. Ну, позиция действительно интересная, у белых вроде не хуже, то есть так или иначе вот получалась такая позиция, c4, черные просто ходят пока ферзь c7. Ну, это вопрос такой больше интуитивной оценки, то есть она, ну, позиция на самом деле ничейная, сейчас мы вот посмотрим почему, ну, просто, конечно, я не знаю, в этот момент, мне кажется, если ты смотришь, я бы, по крайней мере, белыми тоже оценил, что, ну, может быть, у нас чудом складывается на равенство. Да, но явно, что как-то представить себе, что мы прям выигрываем, тут после ферзь 6 довольно трудно. Да, и здесь действительно конь f6, взяли, шах и ладья d1, ферзь b6, кот черный ходит. Да, теперь как-то, если пойти слон g6 по-человечески, то слон d7 сдался, поэтому надо включать шах и ходить g4. Потому что, опять же, если пойти слон f7, то какая-то ферзь b3, да, вот проблема. И ладья d8 хода нет. Поэтому приходится ходить g4, конь бьет h5, gh, e5. Ну и это после ладья d8 ничья.
Можно пойти ферзь b1, ферзь e4 делать, ничего. Можно, кстати, даже слон h3 пойти побить на d8, там и ферзь f5 шах. Ферзевый тоже ни одной проблемы для черных не представляет. Но это в любом случае такая больше шальная возможность. То есть объективно конь бьет f7 ход нормально, у белых не хуже, но так, объективно, да, это скорее белые проверяют, повезет им сделать ничью в равной позиции или нет. То есть тут пока Магнус разумно оценивал, что проблем у него никаких нет, он шел слон f3. Фаби побил. Ну и вот это и есть как раз та самая линия, где черным надо посчитать на 2 хода. Ев слон бьет e5. Очень жестко. Теперь важно побить на d8 сразу, потому что на fe уже слон d7 для черных. Совсем все хорошо становится. На 4 подвисает. То есть Магнус побил, пошел fe. Опять же, у нас чуть-чуть хуже структура белыми, да, но это компенсируется каким-то там развитием. Ну, черными можно играть как угодно эти позиции. В принципе, даже пешка b7 не так важна. То есть даже позиция типа так, например, слон b7, ладья b8, там слон f3, ферзь a5, то ни одной проблемы у черных. То есть более того, даже с черными, наверное, лучше такую играть. Вот, но и белые проиграть, наверное, не должны. Плюс здесь есть ход ладья b1, тоже неплохой, с идеей как-то менять фигуры. То есть тут ферзь d3 полу вынуждает. Ну, не то, что вынуждает, но слон бьет a4 вроде не так страшно. То есть, а слон c6 там тоже уже почти все фигуры белые поменяли. И еще ферзь c4. Надо, наверное, ходить ферзь d5, но это вроде совсем ничья. То есть там какой-нибудь ход типа h4. Такой ладейный белые не должны проиграть. В партии вместо этого был сделан ход ферзь c7. Ну, Фаби, кстати, вообще на самом деле играл очень жестко. То есть мне очень на самом деле нравилось, как он играет этот матч, вот на старте особенно, что ну, не давал он в простых позициях Магнусу особо шансов даже как-то осложнить. То есть слон d7, ну какая-то там что-то жертва, немножко заумно. Ферзь c7 ход, который, ну, человек просто посчитал до ничьи, то есть ферзь c7 ход совсем на максимум, что черные хотят пойти слон d7, слон c6, не отдавая на b7, и пусть белые делают ничью еще. Ну, белые это сделали, то есть ладья b1, ладья b8, с той же идеей, да, заранее защитили на b7, ферзь d3. Ну и теперь так или иначе получается примерно один и тот же ладейный, то есть после b6, ферзь d6 там было бы примерно то же самое. Как-то там, ну можно так, наверное, пойти, я не знаю. Можно пойти, ну то есть так или иначе, в общем, получится какой-то 4 на 3 ладейный. Можно так пойти. Тоже неплохо. И, ну, белые могут выпендриваться и доказывать, что они получат ладейные 4 на 4, но я бы, кстати, как и Магнус, я бы, в принципе, считал, что это вообще одно и то же. То есть, ну, было слон d7, прям то же самое. Опять он пошел на ферзь опять, пока слон висит, слон c6, ферзь d6. Взяли. Черные посчитали, что они успевают королем на d7 съесть пешку. Король действительно прибежал. Да, но просто проблема в том, что такая позиция даже без пешки d6, именно расстановка h2, f2, f3, как, наверное, многие наши зрители уже знают, это даже более простая ничья, чем расстановка f2, g3, h2. То есть, на самом деле, в этих ладейных 4 на 3, так, в долгую, единственная идея организовать проходную. А как ни странно, такая расстановка, она любой проходной, как-то ее образование очень сильно мешает, да, то есть там пешку на h3 поставили, черные e4 проведут, побьем fe, еще у нас останется пешка f2 там на случай ответного fe. И Магнус даже не стал здесь как-то за эту пешку бороться, то есть он просто ушел. Ну и там что-то они чуть-чуть походили, кстати, к чести Фаби надо сказать, что совсем недолго они играли. И партия закончилась в ничью, то есть такая, в общем, партия высокого качества и не самая такая насыщенная событиями, но именно в плане дебютном и вот в плане подготовок, да, у нас появилась, именно если мы смотрим вот на это моими глазами и анализируем дебютную часть тоже, да, я вот вспоминаю, как бы, как мы тогда рассуждали, что на самом деле мы чертыхнулись, то есть мы и так не были в восторге от идеи увидеть ферзевый, и мы увидели не просто ферзевый, а ферзевый вот с этой свежей идеей ладья d8 на очень важном направлении. То есть стало понятно, что это явно не совпадение, понятно, что на d4, видимо, ферзевый нас ждет, на e4 нас ждала русская. Ну так, в принципе, каждый второй матч начинается, то есть ты быстро понимаешь, что Гамбит Яниша с тобой играть, видимо, не будут.
И мы уже подумали, что окей, тогда в следующий, наверное, мы сыграем английское. То есть английское нам казалось неожиданный довольно будет выбор. И там мы в меньшей степени понимали, как с нами сделают прямую ничью. Тем не менее, вот уже так со старта d4 нам немножко подсняли. Мы ушли перепроверять это ладья d8. Там быстро очень досмотрели до конца вот этот вот длинный вариант, который я показывал, да. Решили, что в принципе, да, это действительно ничья, и ладья d8 как бы ведет к прямой ничьей, да, то есть что возразить нам особо нечего. И, в общем, ушли анализировать английское, а пока нас ждала партия черными, третья партия матча, про которую я расскажу в следующем выпуске, друзья. До новых встреч!